Привет! В этом ролике мы поговорим о вздутии, несварении, запоре и кислотной отрыжке. Если у вас есть что-то из этого, то это видео для вас. Я расскажу все очень-очень просто. То, что об этом рассказывают, полностью противоположно тому, что нужно делать, чтобы от этого избавиться. Вам нужно понимать всего 4 вещи: желудок, печень, желчный пузырь и поджелудочная железа. Желудок вот здесь, печень здесь, желчный пузырь здесь и поджелудочная здесь. Желудок переваривает пищу. Его предназначение — это в основном расщепление белков и усвоение элементов: кальций, железо, калий. Это его 2 основные функции, не говоря уже про уничтожение микробов и бактерий. В нем должно быть очень-очень-очень кисло. pH где-то от 1 до 3. Если вы понимаете, это очень низкий pH. И если показатель pH не будет достаточно низким, то такая слабая кислота не сможет дать сигнал печени активировать высвобождение желчи из желчного пузыря. Объясню, что такое желчь. Это жидкость, которая помогает расщеплять жиры. Она вытягивает жирорастворимые витамины, помогает усваивать жирные кислоты, то есть полезные жиры, из которых, по сути, и строится тело. Так что это очень важный орган. Желчь производится печенью, но хранится в пузыре. Если желчного пузыря нет, то там есть трубочка, желчь все равно производится, хотя и мало. И часто, если в желудке мало кислоты, то желчь не выпускается. Желчи будет не хватать, и вас раздует. Проблема с желудком становится главной, а с желчным пузырем — вторичной. Основные симптомы проблем с желчным пузырем — отрыжка и боль в правом плече. Далее, поджелудочная железа. Она делает много чего, но основная ее задача в плане пищеварения — это производство ферментов. Ферменты расщепляют еду. Есть разные ферменты для углеводов, крахмалов, белков и жиров. Желчный пузырь и поджелудочная работают вместе. Они переваривают еду. Затем она идет в тонкую кишку, где бактерии расщепляют ее дальше. И если в желудке понижена кислотность, вы не сможете выпускать желчь и ферменты. И тогда будет накапливаться непереваренная еда, которая гниет, оставаясь прямо здесь. И я уже молчу про другие проблемы, вроде болей в желудке, вздутия, запора. Если pH здесь недостаточно низок, то клапан вот здесь не закроется. Это называется ГЭРБ. Кислотная отрыжка, ведь кислота пойдет сюда. Кислотная отрыжка случается, когда не хватает кислоты. А что люди принимают? Антациды. Господи, какая ошибка. И теперь это не только не исправило ситуацию, но и усугубило ее. И вот что в таких случаях делаю я. Я обычно принимаю комбинацию из этих 2 средств. Я расскажу о них позже. В 99% случаев я принимаю их вместе. Многие симптомы желудка могут имитировать симптомы поджелудочной железы и желчного пузыря. Часто они пересекаются, и непонятно, что вызывает что. Первое, что я делаю, это повышаю кислотность желудка. И для этого я принимаю концентрат под названием «Яблочный уксус плюс». Это концентрат яблочного уксуса в таблетках, вместе с бетаинодидрохлоридом для повышения кислотности. Принимаете 2-3 таблетки перед едой, и они повысят кислотность желудка, исправят ее. Одно лишь это поможет выпустить желчь и ферменты поджелудочной железы. Это очень действенное и широко используемое средство, которое я рекомендую многим, так как у многих возникают проблемы с кислотностью желудка, особенно с возрастом, когда кислотность понижается, и таких причин много. В другом средстве, которое я использую, в формуле для желчного пузыря, есть очищенные желчные соли. Они помогают вернуть организму то, чего ему не хватает. Если у вас не хватает желчи, они помогут вам ее вернуть, помогут укрепить печень и желчный пузырь, а также помогут от вздутия. Но если в желудке недостаточно кисло, иногда в редких случаях это средство может повысить щелочность, потому что желчь — это щелочь. И от этого вам может стать хуже. Хоть и редко, но так бывает.
Если принимать эту формулу без подкислителя, иногда может возникнуть вздутие, но если добавить подкислитель, все налаживается. Когда у вас достаточно желчи, она смазывает толстую кишку, и это помогает от запоров. Еще она помогает усвоить витамин А для глаз, кожи и пазух. Они зависят от витамина А. В формулу для желчного пузыря я добавил ферменты поджелудочной железы. Это чтобы этот препарат помогал обоим органам одновременно. Поджелудочная будет работать лучше, как и желчный пузырь, и добавляем подкислитель для дальнейшего улучшения. Комбинация из этих двух средств решит многие проблемы. Принимайте по одной таблетке формулы для желчного пузыря после еды, а подкислитель яблочный уксус плюс перед едой. Я обычно принимаю по 2-3 таблетки яблочного уксуса перед едой и 1 таблетку для желчного пузыря после еды, чтобы пищеварение работало как надо. Вы почувствуете сытость, потому что начнете извлекать больше жиров для клеток. Когда пищеварение работает как надо, еда больше не будет задерживаться в желудке. Там больше не будет непереваренной и недопереваренной еды. Вздутие уходит, пищеварение приходит в норму. Запор — это, по сути, неполное пищеварение, и обычно все застревает в желудке. Еда проходит, дает энергию, и вам становится лучше. Вот эти 2 средства я использую от вздутия, несварения, запоров и кислотной отрыжки. Они очень хорошо работают вместе. Попробуйте их и оставьте свой комментарий.